В этом видео я расскажу об отличиях аркадной игры Ultimate Mortal Kombat 3 от ее Sega версии. Изначально игра была выпущена на аркадных автоматах, а затем уже портирована на множество различных платформ, в том числе и на Sega Mega Drive. При портировании она очень сильно потеряла в графике и звуке из-за аппаратных ограничений приставки Sega. Количество персонажей в обеих версиях одинаково, но в оригинальной игре есть Шива и полноценный Human Smoke, который, кстати, является одним из сильнейших персонажей в игре. Mob Saibot присутствует, но с обрезанным функционалом, а в Sega версии есть Rain и полноценный Mob Saibot, а Human Smoke урезан. В оригинальной игре есть Mercy и Animality, которых нет в Sega порте, а на Sega присутствует Brutality, которого нет в аркадной версии. Рассмотрим глубже несколько отличий этих игр. В Sega версии отсутствует 6 арен из оригинальной игры. В аркадной отсутствует одна арена из порта на Sega. Почти все движущиеся объекты с арен были убраны. Количество слоев на аренах было уменьшено. Треки на аренах часто не совпадают, да и некоторые треки просто отсутствуют на Sega. Общее качество звука значительно снизилось. Также в порте на Sega не хватает огромного количества звуковых эффектов. Качество графики значительно ухудшилось. Количество кадров анимации было кардинально сокращено. Тени стали бесформенным, не реагирующим на движение пятном. Число цветов уменьшилось. Картинка покрылась зерном и полосками. При портировании было изменено поведение некоторых спешалов и нормалов. Графические изменения повлекли за собой изменения игрового процесса. Спрайты бойцов были уменьшены. При этом были немного изменены области поражения ударов и области, куда вы можете получить удар. Это первый из 3 факторов, полностью искажающий геймплей оригинальной игры. Благодаря этому практически все удары действуют немного по-разному в аркадной игре и порте на Sega.
Вторым фактором стало то, что при портировании пришлось изменить частоту 55 кадров в секунду, присущую аркадной версии, на соответствующую тому региону, где использовалась приставка, а именно на 60 для американской и на 50 для европейской версий. Обычно для игры онлайн используют более быстрый 60-кадровый ROM Sega. Более высокая скорость по сравнению с аркадной версией не позволяет так точно контролировать свои и противника действия, как это возможно в оригинальной игре. Затрудняет или делает недоступным для выполнения многие технически сложные элементы. Третьим фактором, искажающим геймплей, стал огромный баг, влияющий на весь процесс игры. Дело в том, что из-за технических ограничений приставки огромное количество ударов в игре тормозит. Выражается это в том, что игра происходит с плавающей длиной ударов. На длительность ударов влияет множество причин. Скроллинг, арена, кровь, противник, ну и множество других непредсказуемых вещей, например, даже момент, в который вы наносите удар. Для чистоты эксперимента я исключу любое движение хёртбоксов. Второго игрока заморожу, а первым присяду. При замере одного и того же удара 100 раз подряд оказывается, что длительность удара непредсказуемо меняется. Во всех предыдущих замерах я действовал аналогично и выводил только наиболее часто встречающиеся значения. Как следствие, многие продвинутые комбо, работающие в аркадной версии игры, становятся невыполнимыми на Sega порте из-за того, что момент, в который вы должны нанести удар, непредсказуемо смещается в ту или иную сторону, а иногда и пропадает вовсе. Например, стандартные комбо Найтвульфа иногда невозможно сделать уже второй топор. При портировании добавилось огромное количество ошибок. Сочетание ошибок и вынужденных преобразований, связанных с технической стороной конверсии, кардинально изменило игру. Для стремящихся играть на высоком уровне доступны продвинутые руководства, описывающие оригинальную аркадную версию игры. Для различных портов таких ресурсов просто нет. У аркадной версии существует классический хак Juggernaut Hack Edition. Он не меняет абсолютно никакой баланс. Основное его отличие – это открытый для свободного выбора на экране бойцов Noob Saibot и Human Smoke. В обычной версии игры Human Smoke можно выбрать только превратившись в него из робота Смоука. Это делает невозможным выбор двоих Human Smoke в режиме 2 на 2 и добавляет хлопоты по постоянным превращениям. Noob Saibot также является скрытым персонажем, но в обычной версии игры играть за него может только компьютер. Он является необычным бойцом и, несмотря на отсутствие суперударов, располагает несколькими преимуществами. Первое. У него самая быстрая ходьба в игре.
Второе. Его сложно увидеть на темных аренах. И третье. Он получает 2/3 урона от любых ударов, что делает его слишком сильным и несбалансированным бойцом, и поэтому на большинстве турниров он запрещен. Не самый маленький плюс в пользу аркадной версии то, что эмулятор Sega, используемый как стандарт для игры на всех серверах, GENS, является собой пример не самого стабильного программного обеспечения и содержит огромное количество багов. Частенько вы даже не сможете закрыть его, не убивая процесс через диспетчер задач. Эмулятор MAME аркадной версии намного стабильнее.